Симоносекский или Шимоносекский мирный договор, договор Ма-Гуань. Как пишет американский историк Мариус Бертус Янсен, Симоносекский договор был самым разрушительным из всех договоров, подписанных Китаем в XIX веке. Он предусматривал передачу территорий, экономические привилегии и крупную денежную выплату и послужил плацдармом для нового раунда захватнической политики Японии. В период до и во время Второй мировой войны Симоносекский договор – это неравноправный договор, подписанный 17 апреля 1895 года в Симоносеки, Шимоносеки-Ши, в Японии. Договор был заключен между Японской империей и Цинским Китаем. Он положил конец Первой китайско-японской войне или Первой японо-китайской войне. Согласно условиям договора, Китай утратил контроль над Кореей, уступил Пэнху, Тайвань и Ляодунский полуостров Японии, согласился выплатить Японии значительную военную контрибуцию и открыл Китай для японской внешней торговли. Мирная конференция проходила с 20 марта по 17 апреля 1895 года. Этот договор последовал за китайско-японским договором о дружбе и торговле 1871 года и заменил его. Итак, статья 1. Китай окончательно признает полную независимость и автономию Кореи. Статьи 2 и 3. Китай передает Японии на постоянной основе и в полном объеме вместе со всеми укреплениями, арсеналами и государственной собственностью Пэнху, Тайвань и Ляодунский полуостров. Статья 4. Китай соглашается выплатить Японии в качестве военной контрибуции сумму в размере 7 миллионов 500 тысяч килограммов серебра. Статья 5. Китай открывает для Японии доступ в Чаши, Чунцин, Цючжоу и Ханчжоу. Более того, Китай должен предоставить Японии статус наиболее благоприятствуемой нации во внешней торговле, который равен, а не выше торговым отношениям, предоставленным Великобритании, Соединенным Штатам и Франции в 1843-44 годах и России в 1858 году. Этот мирный договор завершил Первую китайско-японскую войну или Первую японо-китайскую войну явной победой Японии. Китай окончательно признал полную независимость и автономию Кореи. Китай передал Японии на постоянной основе и в полном объеме вместе со всеми укреплениями, арсеналами государственной собственности Пэнху, Тайвань и Ляодунский полуостров. Однако, что касаемо Ляодунского полуострова, он был возвращен Китаю благодаря дипломатическому вмешательству России, Германии и Франции, что вынудило Японию отступить и уйти с полуострова сразу же в год заключения Симоносекского договора. Китай выплатил Японии военную контрибуцию. Китай открыл различные порты и реки для японской торговли и предоставил Японии такой же статус в области торговли, какой получили различные западные державы после Первой и Второй опиумных войн. Во время встречи на высшем уровне между представителями Японии и Китая в марте и апреле 1895 года премьер-министр Ито Хирабуми и министр иностранных дел Муцу Мунемицу хотели ослабить китайскую власть не только на Корейском полуострове, но и на Тайване. Более того, Мунемицу уже осознал свою важность для расширения военной мощи Японии в Южном Китае и Юго-Восточной Азии. Это был также век империализма, поэтому Япония хотела подражать тому, что делали западные страны. Императорская Япония в то время искала колонии и ресурсы на Корейском полуострове и материковом Китае, чтобы конкурировать с присутствием западных держав. Именно такой способ выбрало японское руководство, чтобы проиллюстрировать, насколько быстро императорская Япония продвинулась вперед по сравнению с Западом после реставрации Мэйджи в 1867 году и насколько оно хотело внести поправки в неравноправные договоры, заключенные западными державами на Дальнем Востоке. На мирной конференции между императорской Японией и Китаем китайские послы Ли Худжан и Ли Цзиньфан, отвечавшие за переговоры, изначально не планировали уступать Тайвань, поскольку они также понимали, что Тайвань является прекрасным местом для торговли с Западом. Поэтому, несмотря на то, что Цинский Китай проиграл войны с Англией и Францией в XIX веке, император династии Цин серьезно относился к сохранению Тайваня под своим правлением, которое началось в 1683 году. 20 марта 1895 года в Симоносеки в Японии началась мирная конференция, продолжавшаяся месяц. В первой половине конференции Ито и Ли говорили в основном о прекращении огня. Во второй половине конференции обсуждалось содержание мирного
договора. И То, и Муцу утверждали, что контроль над Тайванем является абсолютным условием, впрочем, и не только. Ли Хунджан отказался на том основании, что Тайвань никогда не был полем боя во время войны. На заключительном этапе конференции, хотя Ли Хунджан и согласился на многое, он по-прежнему отказывался передать Тайвань. Однако у императорской Японии было военное преимущество, и в конце концов Ли отказался от Тайваня. 17 апреля 1895 года был подписан мирный договор между императорской Японией и Цинским Китаем, за которым последовало японское вторжение на Тайвань. Это оказало огромное и долговременное влияние на Тайвань. Передача острова императорской Японии ознаменовала окончание 200-летнего правления династии Цин. Таким образом, Тайвань находился под властью Японии с 1895 по 1945 год, вплоть до окончания Второй мировой войны, до капитуляции Японии. Условия, навязанные Японии и Китаю, привели к тройственной интервенции, вмешательству России, Франции, Германии, западных держав, активно действующих в Китае, с созданными анклавами и портами всего через 6 дней после подписания договора. Они потребовали, чтобы Япония отказалась от своих притязаний на Ляодунский полуостров. Российский царь Николай II, союзник Франции, его советники, включая кайзера императора Германии Вильгельма II, имели виды на порт Артур, который мог бы стать долгожданным для России портом. Под угрозой войны в ноябре 1895 года Япония, более слабая развивающаяся нация, которая еще не воспринималась даже как региональная держава, вернула контроль над территорией и отказалась от своих претензий на Ляодунский полуостров в обмен на увеличение военной контрибуции от Китая. В то время европейские державы не были озабочены никакими другими условиями договора, например, свободой действий, в которую Япония получила в Корее, в соответствии с другими условиями Симоносекского мирного договора. И это оказалось ошибкой, поскольку Япония в конечном итоге оккупировала Корею к 1905 году и вошла в сферу влияния России во время русско-японской войны, а затем посягнула на порт Германии в Шаньдуне во время Первой мировой войны. Япония также обратила внимание на то, как международное сообщество позволяло великим державам обращаться с более слабыми национальными государствами и продолжало принимать меры по превращению себя в современное промышленное государство и военную мощь с большим успехом, которую она продемонстрировала в русско-японской войне, в которой участвовали обновленные и модернизированные японские вооруженные силы, что привело к крупному поражению России, ознаменовавшему начало-конца династии Романовых. На Тайване сторонники Китая и представители местной знати провозгласили республику Формоза в 1895 году, но не смогли добиться международного признания. В Китае бюрократия сочла договор национальным унижением. В дальнейшем следовали сплошные неудачи, и началась серия восстаний, кульминацией которых стало падение самой династии Цин в 1911 году. Тройственная интервенция рассматривается многими японскими историками как важнейший исторический поворотный момент в японской внешней политике. С этого момента националистические, экспансионистские, воинствующие элементы начали объединяться и направлять внешнюю политику Японии, основанную главным образом на экономической гегемонии, в сторону откровенного империализма, все больше склоняясь к принуждению. Как Китайская республика, которая в настоящее время контролирует Тайвань, так и Китайская Народная Республика, которая в настоящее время контролирует материковый Китай, считают, что передача Тайваня Японии была отменена актом о капитуляции Японии. Кроме того, Симоносекский мирный договор, как утверждается, аннулирован Тайбэйским договором с Китайской Республикой. Китайская Народная Республика не признает Тайбэйский договор.